Ты учишь испанский, но он тебе просто не дается? Почему одни осваивают этот язык быстро, а ты учишь годами и все не можешь говорить? Сегодня разберем основные ошибки новичков, и я уверена, ты в них узнаешь себя. В конце видео подготовила топ-500 слов и фраз испанского языка, которые ускорят изучение этого языка в 100 раз. Это я тебе гарантирую. Так что смотри видео до конца, а перед этим поставь лайк, подпишись, если ты еще этого не сделал. А мы начинаем. Ты думаешь, что испанский это как английский. Но на самом деле испанский и английский это как кошка и собака. Они вроде бы живут рядом, но абсолютно разные. Если ты думаешь, что embarazada на испанском это embarrassed на английском, то в переводе означает смущенный, то здесь будет ошибочка. С испанского языка это слово переводится как беременная. Если ты переводишь испанский язык дословно, то ты в ловушке новичка. Учись понимать язык, а не заучивать его. А для этого важно практиковаться. Если нет возможности общаться с испанцами вживую и практиковать язык, то можно начать с просмотра фильмов, сериалов на этом языке. Также чтение книг отлично помогает увеличить словарный запас и научиться понимать, как выстраиваются предложения в испанском языке. Ошибка номер 2. Ты учишь слова, но не фразы. У тебя огромный словарный запас. Ты знаешь 1000 слов испанского языка. Но как их соединить и составить полноценное предложение у тебя не получается, либо ты просто не знаешь, как это сделать. Не расстраивайся, ты не один такой, на самом деле это самая распространенная ошибка новичков. Многие новички учат слова, но забывают о связке. В итоге мы получаем кашу в голове. Например, ты знаешь слово comer, что в переводе означает есть. Но если ты не знаешь такую конструкцию, как voy a comer ahora, то ты не сможешь составить из этого полноценное предложение. Например, я собираюсь сейчас пойти поесть. Таким образом, тебе сложно строить речь. Мой совет в данной ситуации – это выучить самые часто используемые конструкции испанского языка. Заменяй в них глаголы, и таким образом твоя речь получится намного богаче, и тебе будет общаться и составлять предложения на этом языке намного проще. И это тем самым перестанет быть для тебя настоящим испытанием. Ошибка номер 3. Ты боишься говорить. Дай угадаю, ты ждешь, когда ты наконец-то сможешь заговорить идеально, без ошибок. Ну тогда я тебя разочарую, ты так никогда не заговоришь на испанском языке, да и вообще на любом иностранном языке. Испанцы не говорят идеально, они путают слова, они путают глаголы, они допускают огромное количество ошибок, они даже путают употребление времен, особенно это касается прошедшего времени. Назовем эти оплошности уличным испанским, либо разговорным испанским. А про правонаписание я вообще молчу. Их вечные ошибки с аче это как уже анекдот. Это вообще не суразица какая-то. Но фишка, они говорят на этом языке, несмотря на то, что допускают ошибки. И в данной ситуации твой страх допустить ошибку отталкивает тебя. Говори хоть как-нибудь на этом языке. Говори с ошибками. Говори, если не можешь спрягать глаголы, хоть в инфинитиве. Но говори. Даже если ты не знаешь, какое прилагательное подставить и какое окончание будет правильным. Но все равно говори. Испанцы толерантны. Они ценят каждую попытку иностранца заговорить на их языке. Они будут всячески тебе помогать, даже если их улыбнет какая-то твоя ошибка. Но все равно они будут тебе помогать. Поэтому не бойся говорить на испанском языке с испанцами. Ошибка номер 4. Ты учишь язык, но не тренируешь уши. Допустим, ты понимаешь испанскую речь. Ты читаешь текст и понимаешь, о чем там говорят. Но когда ты слышишь испанскую речь вживую, но для тебя это звучит в этот момент как выстрел из пулемета,
Да, испанцы говорят быстро. Да, испанцы говорят эмоционально. Да, под них нужно подстроиться. Но в данной ситуации получается, что твоя ошибка заключается в том, что ты знаешь испанский только из книг. Но настоящая живая испанская речь – это совершенно другое. Решением в такой ситуации будет слушать испанскую речь каждый день. Даже если ты не понимаешь, о чем говорят испанцы, даже для тебя вообще непонятно, ни одного слова ты не знаешь, но твои уши привыкают к этому ритму и интонации. Кстати, в предыдущем видео я рассказывала о сериалах и фильмах, которые советую посмотреть для разных уровней испанского языка. Посмотрите, пожалуйста, потому что для себя вы почерпнете много полезной информации, и так вы сможете узнать, какое видео или сериал стоит посмотреть именно вам. Возможно, вам это поможет именно потерять страх и научиться именно живому испанскому. Сериалы – это отличный вариант выучить язык именно изнутри. Почему? Потому что в фильмах очень часто постановочные сцены. Там нельзя отклоняться от сценария. А вот в сериалах очень часто используется именно живая речь и дополняется уже самими актерами какими-то речевыми оборотами, какие-то высказывания. И вы именно в этот момент ощущаете, какова эта речь. Вы учите этот язык тоже как и культуру, и менталитет, и интонацию, и живую речь. Очень много аспектов захватывают именно сериалы, поэтому я их очень рекомендую для того, чтобы улучшить понимание и улучшить именно разговорный испанский. Ссылку на этот урок я оставлю в описании, а также она у вас должна высвечиваться сейчас на экране. Ошибка номер 5. Ты учишь, но не используешь язык. Ты заполнил всю тетрадь всеми словами, которые только можно было услышать, как в сериалах, как в фильмах, так на радио, из какой-то песни, но в итоге ты их не применяешь на практике. Это я бы сравнила, как покупать абонемент в спортзал, но не ходить на тренировки. Запомни, чтобы заговорить на языке, тебе нужны 3 вещи. Это слушать, говорить и писать. Вот, например, письму ты можешь научиться, выполняя различные упражнения. Даже просто взять, скопировать текст из любого литературного произведения уже поможет тебе создать этот урок практики правонаписания. Слушать, я уже говорила, мы слушаем музыку, сериалы, фильмы. А вот говорить тебя научит именно испанский друг, учитель, приложения и чаты. Да. А также в крайних ситуациях ты можешь сам себя научить общению. Просто записывай себя на диктофон, а потом прослушивай и исправляй ошибки. Вот тебе задание. Напиши в комментариях подобную фразу, только уже с твоим каким-нибудь глаголом, либо речевым оборотом. Например, я тебе дам фразу «Hoy voy a estudiar español». Означает «Сегодня я буду учить испанский». Напиши твой вариант. А теперь у меня для тебя сюрприз. Я подготовила 500 слов и фраз испанского языка, которые ускорят твое изучение этого языка, ну, как минимум в 10 раз. Хочешь его получить? Напиши просто в комментариях «Испанский легко». И я тебе дам ссылку, где ты его можешь скачать. Если ты узнал себя, ставь лайк и пиши в комментариях свою главную ошибку. Подписывайся, потому что впереди еще много таких крутых разборов. Помни, что каждый вторник на этом канале выходит новое классное видео. Каждую пятницу я делюсь разборами новых слов и фраз испанского языка. А если ты хочешь ускорить изучение своего испанского языка в разы, проверяй рубрику «Сообщество». Там я делюсь новыми словами каждый день. Поэтому настоятельно советую подписаться, поделиться этим видео и обязательно поставь мне лайк. А на сегодня это все. До скорых встреч в эфире. Адиос!